Владимир Путин вступил в должность на прошлой неделе. Чего нам ждать в ближайшие 6 лет? Ну, давайте начнем с того, что хотя Путин действительно вновь вступил в должность на прошлой неделе, но во всех остальных отношениях его политика вряд ли изменилась. Я полагаю, что она останется неизменной в дальнейшем. И в этом смысле главное, чего мы ждем от президента России, состоит в том, что он будет последовательно защищать, если мы говорим о его поведении на международной арене, он будет последовательно защищать суверенитет России, но также он будет выступать, вся Россия будет выступать как политическая реальность, как политический субъект. Россия будет выступать на стороне суверенитета каждой страны в мире, в том числе и Португалии, в том числе всех португалоговорящих стран, в том числе всех стран Европы. Суверенитета, который, с нашей точки зрения, должен быть важнее, чем принадлежность к любым международным организациям. Это с одной стороны. С другой стороны, Россия при Путине всегда будет выступать против однополярного мира, против того, чтобы в мире существовал единственный гегемон, какая бы страна на эту роль не претендовала. Будут ли это Соединенные Штаты или кто угодно другой. С нашей точки зрения, справедливо устроенный мир – это мир многополярный, это мир, в котором каждая суверенная страна равна другой суверенной стране и имеет полное право на защиту своей суверенной собственности, на защиту своей уникальной политики, на защиту своей уникальной культуры. Мы верим в то, что существуют государства цивилизации, такие как Россия, Китай, Иран, Турция, Португалия, Франция, и далее мы можем продолжать этот список почти до бесконечности. И суверенитет, и уникальность цивилизационная каждого из этих государств, она имеет равную значимость. Мгм. И ни в коем случае нельзя позволять глобалистам, гегемону так называемому, ущемлять эту цивилизационную идентичность. Удивительно ли переназначение Михаила Мишустина? Ведь по Конституции России именно премьер-министр временно сменяет президента в случае его смерти. Ну, я думаю, что этот маловероятный случай мы рассматривать сейчас не будем, но в переназначении, как вы выразились, Михаила Мишустина есть один интересный аспект. Интересный, как мне кажется, именно для европейского зрителя и слушателя нашего разговора. Дело в том, что в России, как вы, наверное, знаете, в 2020 году были внесены существенные изменения в Конституцию. И эти существенные изменения, помимо всего прочего, заключались в том, что в России появилось ответственное правительство, ответственное перед парламентом. Мгм. А переназначение Михаила Мишустина и назначение нового правительства России интересно тем, что оно невозможно без согласия Государственной Думы и частично Совета Федерации. По нашему закону Государственная Дума утверждает премьер-министра, и Государственная Дума утверждает кандидатуры всех министров, кроме так называемых силовых, то есть тех, кто относится к полиции и армии, так или иначе, и министра иностранных дел. А те, в свою очередь, не могут быть назначены без консультаций с Советом Федерации, то есть Верхней Палаты парламента. Вот любопытно, нас очень часто обвиняют с Запада в том, что мы на самом деле неправильная демократия, что мы создаем имитационные институты демократии. Именно в тот момент, когда Россия окончательно отказалась от того, чтобы что-то Западу на этот счет доказывать, Россия ввела процедуру абсолютно институционально-демократическую для формирования исполнительной власти. И это был первый случай, вот как раз после начала очередной каденции президента Путина, это был первый случай, когда эта процедура реально была применена. И мы видели, как каждый из министров нового правительства, как те, что уже были в правительстве к тому моменту, так и те, что были предложены вновь, держал отчет перед парламентом страны, перед верхней или перед нижней палатой. Это относилось и к новому министру обороны, и к новому министру промышленности, например, и к старому министру там, здравоохранения и так далее, и так далее.
Вот это с точки зрения политолога, на мой взгляд, действительно интересно. Вы представляете, что может ожидать Эльвиру Набиуллину или Сергея Собянина от нового правительства? Мне кажется, я стараюсь не делать такого рода предположений, когда у меня нет в этом абсолютной уверенности. Я не хочу присоединяться, значит, к сонму, к числу тех политологов, которые анализируют расстановку вождей на трибуне Мавзолея, чтобы сказать, кто из них в данный момент сильнее. Я не знаю. Я не, я не могу похвастаться тем, что я спрашивал лично президента о том, как он поступит с тем или иным политическим деятелем. Как вы думаете, Владимир Путин и Единая Россия имеют представление о том, кто действительно может стать его преемником? Я думаю, что этот вопрос будет актуален не ранее, чем через 6 лет. Я думаю, что задавать этот вопрос сегодня в достаточной степени бессмысленно. Я думаю, что, ну, во-первых, я думаю, что Единая Россия в данном случае не является субъектом, честно говоря. А во-вторых, я думаю, что само обсуждение этого вопроса, оно на данный момент не является актуальным. Опять-таки, это скорее западная и эмигрантская постановка вопроса, что вот существует такая реальность, как трансфер власти в России. Нет, никакого трансфера пока не происходит и долго еще не будет происходить. И я даже скажу такую не очень, может быть, понятную Западу вещь. Главой России после Путина будет Путин. В том смысле, что кто бы физически не возглавлял Россию, в главных чертах политика России не изменится. В главных чертах политика России останется такой, какой мы наблюдаем ее сейчас. С началом специальной военной операции мы увидели Дмитрия Медведева гораздо более динамичным и агрессивным, что нисколько противоречило тому представлению, которое у нас было о нем и до этого момента. Какую интерпретацию мы можем дать этому? Я могу только сказать, что на позиции заместителя председателя Совета Безопасности Медведев в гораздо большей степени, как мне кажется, может себе позволить быть откровенным со своими подписчиками в Телеграм-канале, со своими избирателями, ну, вообще с людьми, к которым он обращается, чем может быть на других политических должностях. Он может себе позволить в меньшей степени сдерживаться. Я хотел бы подчеркнуть, что это не более чем мое личное субъективное мнение. Мгм. Но мне не кажется, что мы имеем дело с какими-то большими крупными изменениями значит, политической фигуры. Мы имеем дело просто с тем, что в разных политических обстоятельствах политик может себе позволить высказываться более или менее резко, на самом деле исповедуя все те же самые взгляды. Безусловно, Дмитрий Медведев является русским государственником и надежным соратником президента Владимира Путина. Есть ли у Андрея Белоусова потенциал быть министром обороны? Как мы можем противостоять этим изменениям в обороне? Я не вполне понимаю, что вы имеете в виду, когда вы говорите «противостоять». Андрей Белоусов один из самых опытных и самых грамотных, и самых интеллектуальных политических деятелей и министров правительства России. Мгм, Андрей Белоусов как раз воплощение той управленческой парадигмы, которая сегодня свойственна российскому правительству. Он тот человек, который может совместить рыночную экономику современной России с потребностями времен специальной военной операции. Если угодно, он тот человек, который может осуществить мобилизацию российской экономики, вот, создание экономики военного времени. мгм, В этом смысле мне представляется, что он будет самым эффективным министром обороны из теоретически возможных. мгм. Если я отвечаю именно на тот вопрос, который вы задали, то вот ответ такой.
А как насчет того, чтобы Николай Патрушев и Алексей Дюмин были помощниками президента? Насколько они будут влиятельны? Тут надо понимать вот какую вещь. Позиция А, помощника президента в структуре администрации президента, она просто по определению предполагает колоссальное влияние тех персон, которые эти позиции занимают. Но я опять-таки не хотел бы выступать в роли кремлинолога, который гадает на кофейной гуще. Я не готов оценивать и описывать полномочия этих людей в настоящее время. Ожидаете ли вы более существенных изменений в правительстве? Нет, мне представляется, что все изменения, которые должны были произойти, которые были задуманы, уже произошли. Процесс формирования правительства России завершен на данный момент. Все министры утверждены. Завершен процесс заново утверждения администрации президента. Все, кто должен был быть назначен, все уже назначены. Нет, в ближайшее время никаких изменений происходить не будет. Мгм. Андрей Перла, большое спасибо. Спасибо вам.